Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, что таит в себе энергетика старых вещей. Почему нельзя держать дома старые вещи, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Каждая вещь в нашем доме имеет свою энергетику, и это неоспоримый факт. И когда маги, экстрасенсы берут вещь в руки, при этом берут всего лишь одну вещь того или иного человека, когда они настоящие экстрасенсы и маги, они могут рассказать достаточно многое о человеке. Именно поэтому не рекомендуется пользоваться вещами покойного человека. Почему? Потому что на таких вещах еще достаточно долгое время остается информация о нем. Либо же, если и пользоваться, то нужно без малейшего страха и с теплыми воспоминаниями об ушедшем человеке. Многие даже рекомендуют пойти на кладбище и мысленно обратиться к умершему с просьбой воспользоваться кому-то принадлежавшей ему вещью. Или вы можете просто встать и подключиться к высшему своему «я» и поговорить с тем человеком, которого нет именно уже в материальном мире. Единственное, чем уж точно никогда нельзя пользоваться, это обувью покойного человека. Почему? Дело в том, что именно эта обувь поведет вас той же дорожкой. То есть судьба хозяина этой обуви скажется и на вашей судьбе. И энергия одежды – это не пустой звук. Энергетика до старых вещей, она достаточно опасна. Даже бывали случаи, когда человек мог заболеть той же болезнью, если, например, спал на кровати больного. Но мы не говорим о том, что он мог заболеть сразу или в течение 2 дней. Нет, это достаточно долгий процесс. Знаете, как вот вода, капелька за капелькой, и у нас с вами полный стакан воды. И поэтому, то есть вот такие бывают ситуации. Естественно, не стоит тут же избавляться от старых вещей. К тому же, возможно, они для вас и памятные, и которые есть у вас в доме. Но присмотреться к ним повнимательнее все-таки не помешает. И если в вашем доме есть такие вещи, которые передаются по наследству или уже просто очень долго находятся в вашем доме, а вы даже не знаете, откуда эта вещь, нужно обязательно проверить их на то, какую они несут энергетику. Для этого вы сами можете проверить эту самую вещь. Как это сделать? Возьмите старую вещь в руки, приложите ее к груди или подойдите к ней, если, например, у нас речь идет о мебели. Успокойте обязательно свое дыхание и расслабьтесь. И сконцентрируйтесь на чувствах. Приятно ли вам держать эту вещь в руках или, как вариант, находиться рядом с ней? Нравится ли вам запах этой вещички, который исходит из данного предмета? Если да, то все в порядке и опасности нет. Если же вы почувствовали дискомфорт или всплыли какие-то неприятные воспоминания, нужно срочно принимать меры, пока эта вещь не повлияла на энергетику в доме.
Конечно же, в идеале будет, если вы избавитесь от этой вещички или предмета, если вы сожгете. Но если это невозможно, например, это могут быть какие-то фамильные драгоценности, это возможно быть какая-то старинная мебель, то нужно обязательно ее почистить. Для этого на помощь придут вам соль, вода и огонь. Если вещь мелкая, например, это могут быть какие-то украшения, то необходимо опустить их в концентрированный соляной раствор, выдержать несколько часов, а затем хорошенько ополоснуть под проточной водой. После взять зажженную свечу в руки и по часовой стрелке обнести свечу вокруг этой вещички 3 раза, а лучше, если вы сделаете именно 7 раз. При этом вы можете читать молитву, которую вы знаете, вы можете читать аффирмации, слова, которые будут приходить вам в тот момент. Если вещь крупная, то необходимо тряпочкой, смоченной в соляном растворе, протереть такой предмет, а затем зажженной свечой нарисовать символ креста подле этой вещички, либо просто постоять рядом со свечой, читая молитвы. Очищать таким методом предметы нужно постоянно, так как полностью убрать энергетику старых вещей не удастся, но остановить отрицательное излучение можно. Энергетика старых вещей, она присутствует в каждом доме. Все знают, что нельзя кушать из поколотой посуды. Однако, к сожалению, чуть ли не в каждом доме есть и чашка отколотая или отколотое блюдце с трещинами. Причем эта посуда может даже использоваться в быту, в то время как хороший сервиз пылится в шкафу. Поэтому срочно избавляйтесь от испорченной посуды, и вы увидите, как вам станет даже легче дышать. Или поношенные вещи, которые также хранятся у вас на всякий случай. И поверьте, этот всякий случай действительно может произойти, ведь мы активируем таким образом свои страхи, поэтому будьте осторожны со своими мыслями. Через соль, огонь и воду вы можете очищать любые предметы и вещи в своем доме. Однако с чужими талисманами соль не справится, поэтому не портите себе жизнь. Если вам бабушка, например, подарила свой крестик перед смертью, будьте осторожны при носке, прислушивайтесь к себе и к своим ощущениям. Возможно, лучше убрать его от посторонних глаз, а доставать, когда вам захочется, например, окунуться в какие-то приятные воспоминания. И крестик в этом случае станет нитью, которая будет соединять ваши души. Вот такой сегодня мы с вами, друзья, хотели поделиться важной информацией.